Я приветствую подписчиков и гостей канала «Спицами и крючком». К Пасхе я подготовила для вас мастер-класс очень элегантной курочки в шляпке с крылышками и хвостиком, а также с подставками под пасхальные яйца. Красиво смотрится и с яичками тоже. Если вам нравятся мои проекты и вы еще не подписались, то можете это сделать прямо сейчас, и тогда вы не пропустите мои новые мастер-классы. Если вы помните, когда мы начинали вязать туловище наше прямыми рядами наверх после нашего кружка, то у нас здесь остались такие половина петелек, как бы такой рант. И мы сейчас будем вязать салфетку именно вот в эти петельки. Для начала я делаю 2 воздушные петли для подъема, затем 3 для перехода, 1, 2, 3, и туда же в эту петельку делаю теперь столбик с накидом. То есть это у нас будет уже начало салфетки. Столбик с накидом. Затем делаю 2 воздушные петли, пропускаю 2 петельки, иду в 3-ю, делаю столбик без накида, затем опять 2 воздушные петли, пропускаю 2 петельки и под следующую петлю делаю опять такую галочку, то есть столбик с накидом, 3 воздушные петельки и опять столбик. У нас как бы один пролет, получается 6 петель. Отсюда и до следующего. Опять делаю 2 воздушные петли, пропускаю 2 петельки и делаю под 3-ю столбик без накида, 2 воздушные петли, 2 пропускаю, галочка. И так вяжу весь ряд. Я провязала первый ряд салфетки, соединила нашу петельку с воздушными петлями для подъема и иду под воздушные петли, под нашу галочку. Делаю 2 столбика, делаю 2 воздушные петли для подъема и затем 2 столбика с накидом. 1 и 2. Они как бы зрительно у нас получается 3. Так мы по 3 и будем вязать дальше. Делаю 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И затем опять туда же 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Затем делаю в промежутке 3 воздушные петельки и перехожу сразу на другую галочку. Делаю 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И опять 3 столбика.
Раз, два и три. Опять 3 воздушные петельки в промежутке и так далее. Сразу иду в другую галочку столбиком с накидом. Все, вот такой у нас будет второй ряд. Следующий ряд я вяжу таким образом. Я делаю 2 столбика с накидом под столбики предыдущего ряда. Раз и два. Затем делаю одну воздушную петлю и пропускаю вот этот столбик и делаю столбик с накидом под 3 воздушных петли галочки. Затем 3 воздушных петельки, раз, два, три. Затем опять туда же под галочку столбик с накидом, то есть здесь тоже получается галочка. Одну воздушную петлю и под 2 последних столбика 2 столбика, столбик, столбик с накидом. Вот. Такой рисунок получается. Затем 3 воздушные петли, раз, два, три для перехода, и сразу иду под следующие столбики с накидом. Всё. Следующий ряд я вяжу почти так же. Я делаю 2 воздушные петли для подъема и в следующий столбик делаю столбик с накидом. Затем я уже вяжу 2 воздушные петли, раз, два, и делаю столбик с накидом под галочку. То есть получается вот таким образом. 3 воздушные петли, раз, два, три, галочку. Две воздушные петли и 2 столбика, столбик в столбик. Раз и два. Затем 3 воздушные петельки, раз, два, три, и перехожу сразу под другие столбики. Делаю 2 столбика, и таким образом я вяжу весь ряд. 2 воздушные петельки, галочку в галочку, раз, два, три воздушных петли и так далее. И теперь вяжем последний ряд салфетки. Я делаю 2 воздушных петли для подъема и столбик с накидом. Затем 3 воздушные петли, раз, два, три. Иду под галочку и делаю здесь как бы маленькую галочку, только с одной воздушной петелькой в середине.
Затем опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И 2 столбика. Столбик, столбик. Затем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Опять 2 столбика с накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Галочку с одной воздушной петелькой посерединке. Затем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И 2 столбика. И так далее. И так весь ряд вяжу. Вот таким образом это получается.